Хотите, чтобы хлеб у вас всегда получался красивым и вкусным? Здравствуйте, меня зовут Юрий Железняков, и в этом ролике я поделюсь рекомендациями и покажу, какие ошибки легко совершить при выпечке хлеба и как их избежать. Дома я пеку хлеб уже более 10 лет, а специально для этого ролика испек еще несколько буханок, а также одну мы приготовим прямо сейчас. Какие-то из этих буханок я выпекал, соблюдая рецептуру, а в каких-то ошибался. По ходу ролика мы еще вернемся к этому хлебу. А сейчас мы с вами будем выпекать ржано-пшеничный хлеб с солодом. Почему именно такой? Пшеничного хлеба у меня дома, как видите, уже много, и его предстоит съесть. Для разнообразия приготовим что-то другое. Ну а если серьезно, мне очень нравится этот хлеб, поэтому рецептом с вами поделюсь. Первое, на что я обращу ваше внимание, это точность закладки. Обязательно соблюдайте количество ингредиентов в рецепте. Используйте весы и мерную ложку. Для ингредиентов небольшого объема лучше использовать мерную ложку. Дело в том, что у весов есть погрешность. Да и кроме того, одна чайная ложка может весить 3 либо 4 грамма, а количество дрожжей при этом значительно отличается. В рецептах указывается количество без горки. Насыпать нужно ровно по линии. У Panasonic объем чайной ложки 5 мл, столовой 15. Поскольку у меня хлеб с солодом, я предварительно смешиваю его с горячей водой. Солод пока убираем в сторону, пускай заваривается. В рецептах и в инструкции вы всегда найдете порядок закладки ингредиентов. Некоторые производители рекомендуют закладывать сначала сухие ингредиенты, потом жидкости, некоторые производители наоборот. Panasonic рекомендует начинать именно с закладки сухих ингредиентов. При этом все производители сходятся в одном: дрожжи и жидкости должны быть разделены слоем муки. Это очень важно, поскольку если дрожжи раньше времени соединятся с жидкостями, брожение пойдет неправильно, и хлеб не получится высоким и воздушным. У Panasonic в некоторых хлебопечах есть даже отдельный диспенсер для дрожжей. Кстати, в моей печи он тоже есть. При использовании диспенсера о месте закладки дрожжей можно уже не задумываться. В данном случае дрожжи я заложу в конце, а если у вас такого диспенсера нет, начинайте именно с дрожжей. Пожалуй, самое важное – дрожжи должны быть свежими. Если хлеб у вас не поднимется, в 99% случаев виноваты именно просроченные или некачественные дрожжи. Проверяйте срок годности, а открытую упаковку храните в холодильнике. Большинство видов хлеба можно готовить и на основной программе, и на ускоренной. Ускоренная отличается как раз количеством дрожжей, их больше. Я испек хлеб на основной программе и на ускоренной. Хлеб на основной мне нравится больше. Он немного выше, макушка немного объемнее, хотя дрожжей в этом хлебе меньше. Структура мякиша несколько отличается, так как при выпечке в ускоренном режиме время на выбраживание меньше, поэтому даже с большим количеством дрожжей хлеб получился ниже. При закладке муки обязательно используйте весы. Объем пшеничной муки весом 250 грамм и ржаной муки будет отличаться, плотность у них разная. Жидкость я тоже отмеряю с помощью весов, так точнее. Если жидкость доставалась из холодильника или наливалась с фильтра с холодной водой, можно немного их подогреть до комнатной температуры. Так хлеб будет получаться лучше. Очень важно точно измерять количество жидкостей. Давайте вернемся, к примеру, 3 буханок хлеба. Буханки слева жидкости меньше, чем в рецепте. Структура мякиша слишком плотная. Буханки справа избыток воды. Мякиш рыхлый. Некоторые поры слишком большие. Средний хлеб испечен точно по рецепту. Он идеально ровный, с округлой макушкой и однородным мякишем. Рецепт стоит соблюдать. Заливаем подсолнечное масло, закладываем мед, добавляем соль. Также я добавлю столовую ложку тмина. Смешиваем воду и заваренный солод. Заливаем его в форму для выпечки. Форму для выпечки устанавливаем в хлебопечь. Дрожжи насыпаем в диспенсер. Выпекаем хлеб на программе ржаной. Программа полностью автоматическая. Время приготовления 3,5 часа. При замесе можно посмотреть, как формируется колобок теста. При расстойке и выпечке открывать крышку нельзя. Правда, хлебопечам Panasonic, оснащенным 2 датчиками контроля температуры, даже такие просмотры не страшны. После того, как хлеб готов, вытаскиваем его
и оставляем остывать на решетке. При остывании на решетке хлеб не потеряет форму, хотя немного осядет, когда из него выйдет лишний пар. Кстати, обратите внимание, макушка хлеба не идеально ровная. С одной стороны она немножко выше, с другой ниже. Это происходит из-за того, что при замесе хлеба, в состав которого входит ржаная мука, тесто получается очень плотное. Равномерно распределиться при расстойке ему тяжелее, чем пшеничному. Если вы хотите, чтобы хлеб был идеально ровным, перед выпечкой подправьте верхушку влажной рукой. Обычно корочка у хлеба хрустящая, и хлеб крошится. Если вы хотите, чтобы хлеб меньше крошился, после остывания просто положите его в пакет. Он немного отсыреет и крошиться не будет. У меня на канале выложено огромное количество видеорецептов хлеба, в которых я показываю и процесс, и результат выпечки. Для того, чтобы эти рецепты всегда были под рукой, рекомендую подписаться на канал. Ну а если это видео было вам полезно, не забудьте поставить лайк. Спасибо за ваше внимание.